Да, здесь все устроено так, чтобы человек не расслаблялся. Когда вы потребляете информацию по саморазвитию, по духовным практикам, самоисцелению, осознанию и так далее, по другим развивающим тематикам, и думаете, что ну потом применю, когда там дети вырастут, с понедельника, в следующем отпуске там, и так далее, вы откладываете дела, то эта информация превращается в токсичную и начинает вас разрушать. Она остается на поверхности, вы потребили, она застряла в вас, осталась в вас, и вы не дали ей ход, то есть вы не применили ее в свою жизнь. И тогда происходит что? Когда человек начинает саморазрушаться, вы видели наверняка таких людей, что вроде бы такие умные, мудрые мысли человек излагает, но он находится в жесткой зависимости, в жестких зависимостях, либо от алкоголя, либо от курения, либо от каких-то еще токсичных веществ, либо еще какие-то зависимости, сладкое может быть, да, еда, поедание, вот это вот. То есть человек не применяет вот эту информацию в жизнь, и так как эта информация, она более высокочастотна, и вот есть вот так происходит диссонанс, эта информация, он не тянет, у него то есть не происходит вот это вот прохождение информации через него, он просто ее услышал, он не перевел его в знание, и тогда эта информация становится его ловушкой, она начинает его разрушать вот этими зависимостями. То же самое происходит с людьми, которые копипастят чей-то контент, они не понимают, они берут какие-то фразы оттуда, они не понимают, не осознают их, они также подсаживаются, в итоге потом у них зависимость, они не могут слезть с курения, они не могут слезть. Вы можете видеть таких вот как бы псевдоосознанных людей, которые курят или потребляют какую-то запрещенку, но при этом вам какую-то доносит осознанность, какую-то, которой у них нет. Также, когда человек запрещенные вещества принимает, и при нем какие-то картинки, он видит какие-то картинки, конечно, они далеко не логичные, конечно, они про выход в другое состояние сознания, да, то есть освобождается сознание от ума, и он видит там что-то, и он... Здесь то, что он увидел, опять же, не совпадает с его частотой. Его энергия не может провести вот ту картинку, тот поток, который он получил через себя. И получается, что вместо того, чтобы, опять же, человеку идти развиваться, он впадает в зависимость еще большей. То есть он подсаживается на какие-то еще более, может быть, тяжелые вещества. Поэтому выходить в такие состояния, в измененные, и не проводить это через себя в итоге потом, не применять это в жизнь, это чревато тем, что это вас разрушать будет. Поэтому те люди, которые это делают, они так и остаются в зависимостях, они так и не проводят это в жизни. Когда высокая частота, ты не можешь ей соответствовать, она разрушает. И это естественный процесс, здесь оно так и должно быть. То есть высокая частота не может быть с низкой, здесь нужно соответствие. И поэтому люди, которые не имеют соответствия, но они выходят в это состояние, и дальше они не применяют в жизнь, оно их разрушает. Поэтому, когда вы потребляете информацию, применяйте это в жизнь. Вы ведь не зря, вы открываете видео там, про осознание, допустим, какие шаги есть и так далее. Вы начинаете вводить это в своей жизни, не откладывайте, не думайте, что ну ладно, я послушал, и ладно, забыл, и все. Оно не забывается, оно никогда, ваше тело, ни одно из ваших тел ничего не забывает. Поэтому то, что вы потребили, вы обязаны просто применить это в жизнь. Если вы не применили, оно будет давать вам эффект негативный, тот, который вы как раз-таки не рассчитываете получить, но вы его получите. И делайте, хоть маленькими шажочками, но делайте что-то. Когда вы вообще ничего не делаете, оно просто застаивается и начинает приводить к саморазрушению.